Солнечные лучи отражались от гладкого мрамора в холле особняка, создавая впечатление, что стены сами сияют. Воздух был наполнен легким ароматом полированного дерева и дорогих духов, а все вокруг казалось идеальным и неприкосновенным. В центре этого величия стояла 9-летняя девочка по имени Скайлор. Ее каштановые волосы были аккуратно заплетены, а на ней висел слегка великоватый униформа помощницы. В руках она сжимала серебряное ведро так крепко, что костяшки пальцев побелели. Она подошла к хозяину дома, Брэндону, мужчине в дорогом костюме, которому принадлежал этот особняк и все, что в нем. Его холодный взгляд встретился с ее глазами, полными грусти и ужаса. Скайлор едва слышно рассказала, что ее мать умерла этой ночью и ей негде жить. Брэндон замер. В его жизни все было измеримо сделки, деньги, власть. Но теперь перед ним стояла маленькая девочка, которая несла на себе всю тяжесть своей жизни. Она рассказала, что ночь провела в прачечной, пытаясь согреться среди полотенец. Впервые за годы Брэндон почувствовал желание поступить по-человечески. Он дал ей ключи от одной из гостевых комнат, обеспечил теплую кровать, еду и заботу. Скайлор впервые за долгое время почувствовала, что ей можно доверять взрослым. Девочка постепенно стала частью особняка. Она все еще выполняла небольшие обязанности, но теперь ее замечали. Повар следил, чтобы она ела, садовник приветствовал ее на улице, а строгая экономка больше не смотрела свысока. Скайлор научилась улыбаться, находя радость в чтении книг и заботе о маленьком саде, где она сажала подсолнухи в память о матери. Со временем Брэндон оформил официальное опекунство. Скайлор получила настоящий дом, любовь и безопасность. Особняк, когда-то холодный и пустой, теперь наполнился теплом и жизнью благодаря храброй девочке, которая однажды пришла с ведром в руках и навсегда изменила мир вокруг себя. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.